Друзья мои, всем здравствуйте! Рада приветствовать вас у себя в гостях. Сегодня я к вам вот с такими замечательными аксессуарами, которые необходимы нам для осени, для весны. То есть такой тренд осенне-весеннего сезона. Это митинги. Митинги у меня связаны с узором плоская коса. Кто смотрел мои предыдущие видео, наверное, обратили внимание, мы уже вязали с вами белую шапочку с узором плоская коса, вязали шапочку такого холодного розового цвета, где узор плоская коса шел в виде змейки. И также вот я решила дополнить комплекты митингами. Кстати, еще были белые варежки, да, я вас знакомила с белыми еще варежками, ну, либо рукавичками, кто как называет. Итак, вот у меня связаны две пары митинок. Вот эта пара коричневого такого цвета, они у меня уже прошли влажно-тепловую обработку и уже пару раз одевались. Вот эти митинги я только закончила вязать вчера вечером и еще не проводила влажно-тепловую обработку. Посмотрите, как красиво смотрятся на руке митинги. Вот, и узор просто великолепный. Очень красивый узор. Так, митинги у меня связаны обе пары на обхват ладони 20 сантиметров. Вязала я спицами номер 4, основное полотно, и спицами номер 3 вязала резиночку на митингах и вот здесь вот манжет, резиночку на пальчике. Это все связано спицами номер 3. Я вязала методом Magic Loop, то есть брала спицы с длиной лески 80 сантиметров. Смотрите, если вам неудобно вязать методом Magic Loop, конечно же, вы можете взять чулочные спицы. Так, итак, резиночка у меня отвязана также узором. Вы можете вязать резинку обычной резинкой 1 на 1, либо 2 на 2. То есть как вам будет более интересно, да? Какие ваши предпочтения. Но мне кажется, вот так вот смотрится, ну, замечательно. Так, затем оформляла я пальчик индийским клином. Вот здесь вот, обратите внимание, да? Здесь опять же, кто как любит вязать пальчик, каким способом. У меня вот в данный момент индийский клин. Вязала я из пряжи рок-н-ролл, вот такого интересного цвета. Синий цвет, посмотрите, с такими прожилками, золотистыми прожилками, да. И вот как это все красиво смотрится. Так, пряжа Газал рок-н-ролл, моточки по 50 грамм, 115 метров. Кому интересно, это цвет 13184, это синий цвет. Вторые митинги, вернее, первые, которые были, они также связаны с такой же пряжей Газал рок-н-ролл. По расходу на пару у меня ушло 60 грамм, то есть каждая митинга 30 грамм. Вот у меня от каждого моточка осталось по 20 грамм. Так, также нам с вами понадобится маркер для обозначения начала ряда. И также еще один маркер понадобится вот в этой части, когда мы начнем формировать индийский клин, для того, чтобы отделить петли ладони и петли пальца. Затем, когда будем снимать петли пальца, нам будет необходима дополнительная нить. В принципе, вы можете использовать какие-то небольшие булавочки, либо закрыть петли пальца с помощью крючка. Так, что еще нам с вами необходимо? Конечно же, счетчик рядов, игла, для того, чтобы нам с вами закрыть край резинки с помощью иглы, имитируя фабричный край. Вот посмотрите, как это красиво смотрится, да? Как на самой митинге, так и на пальчике. Все, здесь я закрывала край с помощью иглы, имитируя фабричный край. Ну и, конечно же, ножницы.
Расчеты я представлю вам на экране, они небольшие. Расчеты по пальчику покажу дальше вам в видео. И еще, девочки, смотрите, у меня плотность вязания 2 петли в 1 сантиметре, да? То есть я взяла обхват 20 сантиметров, итого у меня 40 петель. 40 петель пополам на тыльную сторону и на ладонь по 20 петель. Если у вас размер больше, то можно добавить вот здесь вот по изнаночной, вот в изнаночных дорожках по 1 лицевой петли. Обычно прибавляю, да, плюс-минус 4 петли. Вот здесь вот по 1 вы прибавите и еще на ладонь 2 лицевых петли. Если у вас размер меньше, то тогда можно убрать именно вот в самом вот здесь вот узоре. У меня 12 петель. Вы можете взять, допустим, 10 петель. Вот здесь уже смотрите, как вам будет удобней. Либо убрать вот по 1 лицевой, вот здесь вот с краю. Идет в раппорте узора в начале 2 лицевых и в конце 2 лицевых. Можете оставить по 1 лицевой. Ну, там смотрите уже, как вам будет удобно, да? На этом я заканчиваю такую небольшую вступительную часть. И кто со мной остается, кто хочет стать обладателем такой красоты, переходим дальше и приступаем к вязанию. Обычным способом на спице номер 4 я набираю 41 петлю. То есть 40 петель основных и 1 петля для замыкания в круг. Итак, 41 петля. Набрали 41 петлю. Теперь делим пополам, то есть по 20 петель. 20 и 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все. Здесь перегибаем леску. И вот таким образом распределяем на спицу. Продеваем, проталкиваем, распределяем. Так, смотрите, девочки. И разворачиваем вот следующим образом. Вот так. Чтобы у нас вот здесь конец наборного края был на 2 спице от вас. Петли поправляем. Все. Здесь они смотрят на нас как по лицевой стороне. Вот здесь, видите, петля не перевернулась. И на 2 спице они смотрят как по изнаночной стороне. Так, теперь основную нить заводим влево. И вот этот кончик у нас остается справа. Петельки двигаем ближе к концу. И вот эту петлю первую, вернее последнюю, да, с наборного края, со 2 спицы мы перекидываем на 1 спицу. Вот. Так, вытаскиваем спицу и соединяем вязание в круг. Придерживаем кончик. Итак, вот у нас петля, которую мы перекинули, и вот у нас следующая петля. Делаем следующим образом. Вот так ее подхватываем, 1 петлю, и продеваем через крайнюю, которую мы с вами перекинули. Вот так. И возвращаем ее на место. Все. Кончики подтянули. И все. Вязание мы замкнули в круг. Если кто вяжет чулочными спицами, конечно же, распределяем на 4 спицы. Все. И вяжем первый вспомогательный ряд, вернее, мы провязываем изнаночными петлями. То есть, чтобы у нас вот такой вот зафиксировался, вот такой вот краешек зафиксировался. Итак, все, начинаем с вами вязать. Первый, вернее, вспомогательный ряд вяжем просто изнаночными петлями. И такой у нас будет краешек ровненький, не будет закручиваться вот за счет вот этих изнаночных петель. Так, вяжем до конца ряда. Закончили вязать вспомогательный ряд, хвостик вот здесь подтянули. Сейчас я провяжу еще пару рядочков и затем повешу вот здесь маркер начала
ряда. Итак, здесь я, смотрите, буду как вязать. Сначала я буду вязать тыльную сторону ладони, то есть вот узор, а на второй спице у меня будет ладонь. Итак, вяжем по узору. 2 лицевых петли, 2 изнаночных петли, затем вяжем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. 5 лицевых. 2 петли перекрещиваем с наклоном влево. Я перекрещиваю без использования дополнительных приспособлений для кос. Итак, первую петлю снимаю, вторую петлю провязываю, затем левой спицей подхватываю спереди петлю, которую я сняла, сзади аккуратненько переснимаю провязанную на правой спице и затем провязываю с левой спицы петлю. Все, 2 петли перекрестила с наклоном влево. Так, дальше вяжем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. 2 изнаночных, 2 лицевых. Все. Одну сторону мы провязали, то есть тыльную сторону. Разворачиваем вязание на ладонь. И ладонь вяжем полностью все петли лицевыми до конца ряда. У меня 20 петель. Вяжу 20 лицевых петель. Второй ряд узора. Первые 2 лицевых и 2 изнаночных. То есть они у нас неизменные. Да? 2 лицевых в начале, 2 изнаночные и также в конце. Итак, далее вяжем 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. И теперь уже мы провязываем 2 пары петель с наклоном влево. В первом ряду мы провязали 1 пару петель, во втором ряду вяжем 2 пары петель. То есть провязываем первую пару, 2 петли с наклоном влево, вторую пару, 2 петли с наклоном влево. И 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. 2 изнаночных и 2 лицевых. Все. Переходим на ладонь и все петли ладони вяжем лицевыми петлями. Третий ряд нашего узора. Вот здесь вот хвостик, видите, подтягиваем, и все, у нас тут дырочек никаких нет. Итак, третий ряд провязываем 2 лицевых, 2 изнаночных и дальше провязываем 3 лицевых уже. 1, 2, 3. То есть с каждым рядом у нас уменьшается количество лицевых петель и увеличивается количество провязанных попарно петель с наклоном влево. Итак, здесь мы уже вяжем в третьем ряду 3 пары петель с наклоном влево. 1 пара, 2 пара и 3 пара. Три лицевых. 1, 2, 3. 2 изнаночных и 2 лицевых. Все, переходим на ладони, провязываем все петли лицевыми. И так далее вяжем по схеме узора. То есть так, как я и сказала, количество петель перед центральным элементом у нас будет уменьшаться до и после. А количество перекрещенных петель
вот у нас перекрещенные петли, да, будут увеличиваться. То есть по схеме узора последний ряд, где это будет 6-й ряд, и мы провяжем 6 пар петель с наклоном влево. Итак, давайте довяжем самостоятельно и будем уменьшать количество петель попарно провязанных с наклоном влево. Отвязали 6 рядов. В 6-м ряду провязано у меня попарно по 2 петли с наклоном влево. И вот что у нас получается. Смотрите, как красиво ложатся петли. Все, с 7-го ряда мы начинаем убавлять количество попарно провязанных петель с наклоном влево. Итак, 7-й ряд. Сейчас я вам покажу один ряд, а дальше вы уже по схеме узора сами будете вязать. Итак, первые 2 у нас лицевые, далее 2 изнаночных, и в 7-м ряду первую петлю провязываем лицевой, и далее вяжем попарно 5 раз 2 петли с наклоном влево. Первая пара и 5-я пара. И остается у нас 1 лицевая петля. Провязываем ее лицевой. 2 изнаночных и 2 лицевых крайних. Все. По ладони провязываем все петли лицевыми. Итак, смотрите, вернее 6 рядов мы провязывали, увеличивая количество провязанных петель с наклоном влево, а с 7-го ряда мы будем их уменьшать. Узор не сложный, так что я думаю, вы с ним справитесь очень-очень быстро. Так, девочки, вяжем включительно по 11 ряд и дальше встречаемся на 12 ряду. Так, все, девочки, смотрите, закончила я вязать 11 рядов. Посмотрите, какой красивый получается элемент. Вот такой ромбик из перекрещенных петель с наклоном влево. Все, дальше с 12 по 16 ряд, вот центральные 12 петель нашего раппорта узора вяжем просто лицевыми петлями. Вот здесь, смотрите, видите, связано. Вот здесь я закончила, у меня 11 ряд. И дальше я вяжу по 16 ряд включительно просто лицевые петли. Итак, вяжем высоту манжеты, которая вам необходима. И дальше перейдем с вами к индийскому клину. Отвязала высоту манжеты, как и говорила, 1,5 раппорта узора. Измерила, у меня получилось 7 сантиметров. Высота мерила я по ладони, потому что за счет узора, видите, у нас передняя часть вот так вот немножко выходит. Так, сейчас мы должны перейти на распределение петель для пальца и вывязывать индийский клин. Так, по моим расчетам, я показываю вам свои расчеты. Вы можете, в принципе, делать свои расчеты, девочки, потому что это не стандарт. Это так рассчитываю я. Итак, смотрите, обхват пальца у меня вот в широком месте 6 сантиметров. Перевожу в петли, это 12 петель. 12 петель, ну, это будет, знаете, как бы в обтяжечку. Я в обтяжку не хочу, я хочу чуть-чуть пальчик посвободнее. Поэтому я добавлю еще 4 петли. Вот у меня 4 петли, да, и будет у меня 16 петель. Откуда я беру эти 4 петли? Я вот здесь дополнительно наберу, когда уже скину петли пальца на нить, я доберу еще 2 петли. И по краям 2 петли, еще плюс по краям по 1 петле, и будет у меня 4 петли, итого 16 петель. Так, теперь распределяем на палец. Наши 12 петель. У нас с вами 20 петель, да, по ладони. 20 петель минус 12 петель пальца остается 8
петель. То есть 12 петель у нас неизменных, мы их просто провязываем и с ними ничего не делаем. 8 петель остается у нас на самой ладони. Но из этих 8 петель я еще как бы убираю 2 петли. Почему я их убираю? Вот они у меня будут вот здесь вот в самом начале. То есть тоже я их трогать не буду. Вот эти вот петли они будут идти, потом будем их относить к ладони. Когда перекинем петли пальчика на дополнительную нить, эти петли останутся на ладони. Для чего? Для того, чтобы у нас, посмотрите, вот сейчас я вам покажу. Вот здесь, видите? Вот здесь 2 петли и относятся, 2 лицевых петли относятся у меня к тыльной стороне. И здесь вот 2 петли я оставляю. Я их оставляю для того, чтобы вот узор сильно не тянул вот здесь вот на ладонь. Вот. Итак, 2 петли я оставляю. 8 минус 2 остается у меня 6 петель. 6 петель. Из 6 петель нам нужно перейти до 20 петель. То есть до такого же количества петель, которое у нас сейчас на ладони. Каким образом? То есть я должна прибавить 14 петель. Вот здесь по индийскому клину должна прибавить 14 петель. Но 2 петли мы уже взяли, минус 2 петли, остается 12 петель. И 2 петли я еще подниму, вернее наберу дополнительно. Остается у меня 10 петель. Итого от 6 плюс 10 петель по набору по индийскому клину я добираю 10 петель. Итого получается у меня 16 плюс 2 петли, которые у нас будут. Вот они, 2 петли. 18. И еще плюс 2 петли я наберу. Итого у меня будет 20 петель на ладони. Все. Я вернусь к этим 20 петлям. Так, определимся с вами, какую митинку будем вязать. Так как вот я как раз делала расчеты на правую митинку, давайте так и будем вязать правую митинку. Итак, от начала ряда у нас сначала идет тыльная сторона. Провязываем по схеме узора. На этом я уже останавливаться не буду. Следите за схемой узора. Итак, провязываем тыльную сторону и потом перейдем к ладони. Итак, дошли до ладони и начинаем. Первые 2 петли у меня 2 лицевые, которые также будут относиться к ладони после того, как я сниму петли пальца на дополнительную нить. Далее 12 петель пальца. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И остается у меня 6 петель. 3 и 3. 6 петель. Далее, девочки, вешаю маркер. Здесь по правой митинге я сначала вешаю маркер, а потом после маркера делаю прибавку. Прибавку я делаю из протяжки с наклоном влево. Вы можете делать любым удобным для вас способом. Итак, сзади подхватываю протяжку, накидываю на спицу и за заднюю стеночку провязываю. Итак, вот у меня одна прибавка и 6 лицевых петель. То есть в данном случае у меня уже 7 петель на ладони. Вот они, 7 петель. Мы должны сделать 10 прибавок. То есть у нас будет 16 петель. Плюс вот эти 2 будет 18. И плюс 2 петли я наберу дополнительно. Вот мои будут 20 петель ладони. Так, все, провязали. Прибавки делаем в каждом втором ряду. То есть прибавки делаем в нечетном ряду. В четном ряду провязываем все петли ладони лицевыми петлями. Все, провязали первый ряд прибавок. Переходим к следующему ряду. Следующий ряд у нас с вами четный.
По тыльной стороне ладони вяжем по узору, а по ладони вяжем все петли лицевые. Следующий ряд прибавок. Это у нас уже третий ряд. По лицевой стороне, то есть по тыльной стороне, внешней стороне ладони вяжем по схеме узора, переходим на ладонь. До маркера все 14 петель я вяжу лицевыми петлями. Переснимаю маркер и делаю вторую прибавку. Это у меня третий ряд прибавок. Накидываю на спицу и за заднюю стеночку скрещенной петлей провязываю. Итак, прибавка готова. И следующее у меня уже 7 петель. Итого у меня уже 8 петель. Все, следующий ряд вяжем без прибавок. То есть все петли ладони вяжем так, как у нас лежат петли, то есть лицевыми. Итак, еще раз повторюсь, прибавки мы делаем с вами в каждом втором ряду. Ряд прибавок, ряд без прибавок, ряд прибавок, ряд без прибавок. Итак, я делаю 10 прибавок. Для себя по своим расчетам у меня 10 прибавок. Так как мы делаем в каждом втором ряду, то есть я должна отвязать 20 рядов. Итак, 20 рядов вяжу и потом вернусь к вам. Сделала необходимое количество прибавок. Теперь у меня по ладони до маркера 14 петель и после маркера 16 петель. Отвязала я 20 рядов, сделав 10 прибавок в каждом втором ряду. Все. Отвязала по узору внешнюю часть митинги. И перехожу теперь к самой ладони. Так, первые 2 петли я провязываю, так как я их оставляю на ладони. Вот провязала 2 петли. Затем следующие 12 я снимаю на дополнительную нить. Беру иглу, беру контрастного цвета нить и снимаю 12 петель. Сняла 12 петель. Вот я, ниточка, так как у меня длинная, я ее не завязываю. Если покороче, можно завязать и убрать вовнутрь, чтобы не мешало. Все, маркер мы убираем. И смотрите, здесь у нас 16 петель, 2 петли, итого 18 петель. У нас на ладони должно быть 20 петель. Я набираю еще 2 дополнительных петли. Делаю вот такую петлю и накидываю на спицу. 1 и 2. Все, теперь у меня 2, 2, 4 и следующие 16 петель провязываю лицевой гладью. Вот здесь вот потуже постарайтесь, девочки, провязывать петли, чтобы больших дырочек не было. Все, и вяжем до конца ряда каждый свое количество петель. У меня это 16 петель. Все, следующий ряд вяжу тыльную сторону по схеме узора. И дальше уже перехожу на ладонь. Провязала, перешла на ладонь и по ладони провязываю все петли лицевыми, начиная с первой петли. Итак, первая, вторая, затем вот у нас петли, которые набрали, провязываем лицевыми петлями. Первая петля, вторая петля, подтягиваем и дальше следующие 16 петель. Так, все, вот мы с вами провязали. Итак, у нас 20 петель на ладони. Вот петли, которые мы отложили на пальчик. И потом здесь вот я еще доберу, здесь у меня 12 петель, и здесь я еще доберу 4 петли.
Так, все, девочки, дальше вяжем высоту митинги, какая вам необходима. Итак, вот сейчас на данный момент я нахожусь вот здесь. Вот я пересняла петли пальца, провязала один 12 ряд лицевыми петлями, вот эту часть узора, раппорта узора. И мне осталось отвязать практически целый раппорт узора, да. Сейчас я вяжу для дочери синие митинги. И здесь я сделаю резиночку немножко вот подлиннее, чтобы закрыть мизинчик. Тут смотрите, кому как будет удобно. Все, девочки, вяжем дальше самостоятельно до высоты, которая вам необходима. И будем переходить на вывязывание резинки. Девочки, отвязала я необходимую длину своей митинги. Отвязала я 12 рядов, то есть закончила вывязывать все перекрещенные петли в 11 ряду и провязала еще один ряд. Перехожу на спицы номер 3 и начинаю вывязывать резинку 1 на 1. Смотрите, если вам будет более интересна резинка 2 на 2, пожалуйста, вяжите 2 на 2. Итак, первую петлю я провязываю лицевой, а вторую лицевая и следующую изнаночную я поменяю местами. То есть лицевую я снимаю не провязанной, изнаночную провязываю и меняю их местами. Вот, поменяла лицевая, изнаночная. Следующая будет у нас лицевая и изнаночная. Вот таким образом. Дальше вяжем лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, не довязывая одну петлю вот из наших 12 лицевых петель. Я ее снимаю и меняю местами со следующей изнаночной петлей или петлей, правильно, да, будет сказать. Так, все поменяла местами и провязываю лицевую петлю. Изнаночная, лицевая, изнаночная. То есть вот таким вот образом я поменяла. Да? Поняли мой смысл? Вот здесь, чтобы на изнаночных не было лицевых. То есть я их поменяла местами с лицевыми петлями. Так, разворачиваем вязание на ладонь. И здесь вяжем все петли резинкой 1 на 1. Закончили мы изнаночной и начинаем. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная и так до конца ряда. И все последующие ряды мы также вяжем резиночкой 1 на 1 по кругу, да, на необходимую вам высоту. Провязываем и останавливаемся на последнем ряду и сделаем один такой вспомогательный ряд полой резинки для того, чтобы нам подготовить этот ряд для закрытия иглой. Отвязала я 12 рядов резиночки. Ну, практически скрылся мизинчик. Я думаю, что этого будет достаточно, да? Смотрите, вот как получается. Все, 12 рядов. Теперь 13 ряд я такой провязываю для себя вспомогательный ряд. Как бы я готовлю почву для закрытия края иглой. То есть будем имитировать на фабричный край. Итак, полая резинка. Провяжу я всего лишь один ряд полой резинки. Первую лицевую петлю я провязываю. А вторую изнаночную я буду снимать нить перед работой. Нить завожу вперед и снимаю за правую стенку. Далее лицевую провязываю, нить вперед и изнаночную снимаю. Лицевую провязываю, изнаночную снимаю, нить перед работой. И так я вяжу до конца ряда. Закончила. Теперь я отмеряю нить 3 полуобхвата нашей митинги по резиночке. 1, 2,
3. Ну, можно 4 так для запаса взять. Еще нам нужен будет кончик, чтобы спрятать по изнаночной стороне его. Так, все обрезаю. Беру иглу, нить вдеваю в иглу и начинаю сшивать, формировать краюшек фабричным методом. Так, девочки, смотрите, вот здесь у меня лицевая петля. Я ее спускаю на вторую, вот так вот. Спустила на вторую спицу. Убираю, чтобы она мне не мешала. И смотрите, каким образом я действую. Вот у нас изнаночная петля. Вот она. Я ввожу иглу снизу вверх. Вот так. Подтягиваю. Так, а вот здесь у нас петля лицевая. Вот она, которую мы сняли. Так, немножко ее вот сюда вперед надо вывести. Ее можно просто, конечно, снять, но я просто боюсь, что она у меня убежит. Теперь я подхватываю левую стеночку вот этой лицевой петли, которую сняла, и правую стенку петли, которая на спице. И подтягиваю нить. И завожу иглу в изнаночную петлю сверху вниз. Вот таким образом. Все. Теперь я эти две петли, изнаночная, лицевая, снимаю. Вот смотрите, видите, у нас лицевая петля, вот она, ее прям очень хорошо видно. Снимается очень хорошо. Итак, переходим. Следующая изнаночная. Снизу вверх ввожу иглу, подтягиваю. Затем подхватываю вот эту левую стеночку лицевой петли, которая снята, и правую стеночку лицевой петли, которая на спице. Так, здесь нам немножко мешает спица. И ввожу сверху вниз в изнаночную петлю. Все. Эти две петли я снимаю. Следующая изнаночная. Снизу вверх. Подхватили, вот она, лицевая стеночка лицевой петли. Вот ее хорошо видно. Левая стенка, правая стенка. И сверху вниз в изнаночную петлю. Сняли. И снова еще раз покажу. В принципе, вы можете здесь закрывать любым удобным для вас способом. Ну вот мне нравится такой краешек. Я решила все-таки имитировать вот такой вот фабричный край. Все. И вот такой у нас краешек получается. Все. И так вяжем, вернее, обрабатываем край до конца ряда. Ну вот, девочки, закрыла я край иглой. И посмотрите, что у меня получается. Вот такой эластичный, красивый краешек. Вот плавно, да, переходит, смотри, петли с изнаночной на лицевую сторону. Вот. И не очень сильно растягивается. Думаю, что получилось у нас великолепно. Так, ну что, девочки, переходим сейчас к вывязыванию пальчика. Я сейчас скину петли пальца также на спицы номер 3, так как они потоньше. Вот, а потом уже перейду на спицы номер 4. Пересняла петли пальца на спицы меньшего размера. Мне так удобно их поднимать. Так, все. И теперь я беру чулочные спицы. Вот такие коротыши у меня есть. Номер 4. И начинаю провязывать ряд. Оставляю кончик, чтобы потом заправить. И вяжу все петли лицевые. У меня здесь 12 петель. Аккуратненько. И распределяю их на чулочные спицы. Здесь у меня
На первой спице будет 6 петель. Вот. Вторая спица также будет 6 петель. А на третьей спице я вяжу на 3 спицах. На третьей спице у меня будет 4 петли. Я сейчас подниму еще 4 петли. Или постараюсь поднять. Так, довязываю последние 6 петель. Все, вторая спица. Убираю. И беру третью спицу, девочки, и стараюсь поднять сейчас вот здесь петли. Да, по моим расчетам мне необходимо поднять 4 петли. Как бы никакого правила у меня нет. Я уже сколько способов пробовала поднимать петли, чтобы не было дырочек. Ну, все равно у меня получаются дырочки. И вот в этих коричневых митингах я пробовала тоже поднимать как бы скрещенными петлями, да. Но здесь дырочек вроде как бы и нет, но мне не очень нравится, как лежат петли. Вот здесь вот скрещенные петли, вот здесь посмотрите, мне как-то это не очень нравится. Так что я поднимаю петли интуитивно, так, чтобы стараюсь, чтобы не было дырочек. Итак, 4 петли. Вот здесь 2-то мы вот здесь можем поднять. Одну здесь и одну здесь. Ну, давайте смотреть, где мы можем их поднять. Так. Если брать вот здесь, вот она у нас петля, видите, и вот она идет, вот она следующая. Но здесь будет дырочка. Я могу спуститься чуть-чуть пониже или вот сюда, вот в петлю. Так, мне еще солнце светит немножко, плохо видно. Вот сюда я, наверное, попробую. Вот сюда. На ряд ниже опущусь. Вот одна петля. Так, поехали дальше. Так, перехожу вот сюда. Вторая. Это уже дополнительные, где я под ним набирала петли. Так, если девочке неудобно, пользуемся крючком. Так, вот вторая. Следующая вот здесь вот петля. Третья. И еще одну я должна поднять вот где-то вот в этом промежутке. Так, и где бы мне ее поднять, чтобы не было дырочек? Я вяжу немножко слабо, поэтому вот такая вот проблема у меня возникает. Так, я, наверное, спущусь аж вот сюда. Так, подниму. Прям за 2 дужки. Ну, дырочка все равно будет, я так думаю. Но ничего страшного, можно будет ее потом подтянуть. Так, девочки, смотрите, вот здесь мы можем повесить маркер для обозначения начала ряда. Вот здесь у нас будет начало ряда. Чуть ниже я вешаю маркер и начинаю отсчет. Вязать я буду где-то рядов 7 отвяжу. Так, этот хвостик можно уже спрятать вовнутрь туда, вывести на изнаночную сторону, чтобы он нам не мешал. Потом мы его подтянем и все, и начинаем вязать по кругу. Ориентируемся на маркер и вяжем лицевыми петлями. Вот эти вот первые рядочки немножко будет неудобно вязать, ну а потом уже будет все хорошо. Так, все. Дальше вяжем по кругу все петли пальца. Ориентируйтесь, на какую вам необходима высоту, только не забывайте, что мы еще будем вязать резинку. Я отвязываю где-то рядов 7 или 8, а затем буду переходить на резиночку.
Провязала я 7 рядов. Вот, я думаю, что этого будет достаточно. Вот так у нас тут все выглядит. Вот. Так, все, дальше вяжем, меняем спицы на размер меньше. Это у нас номер 3. И где-то столько же рядочков 7 я провязываю резинкой. Последний ряд провязываю полой резинкой. И иглой все закрываю край. И наш пальчик будет готов. Ну вот, готов пальчик. Вот так вот выглядит он у нас. Вот так вот выглядит рукавичка. Ой, рукавичка-митинга. Вот, девочки. Вот так вот выглядит краюшек. Вот, закрытый иглой. Да, так же, как и на самой митинге. Так, ну вот осталось мне спрятать нить. Кончик вот здесь, вот видите, вот свободненькая. Ну так вроде бы выглядит так не очень плохо. Вот здесь вот переход такой аккуратненький. Ну, все получилось у нас достаточно хорошо. Так, ну это у нас с вами правая митинга, да? Левая митинга, девочки, вяжем до вот часть манжеты, так же, как и здесь. То есть здесь никаких изменений нет. Вяжется все одинаково, кроме того, как распределяем мы петли для пальца, да, для вывязывания пальца и вязания индийского клина. Сейчас я вам покажу, и дальше уже будете вязать все самостоятельно. Так, девочки, вот у меня левая митинга. Я отвязала высоту манжета. Остановилась на 6-м ряду. И так как у меня идет узор по тыльной стороне, я провязала уже 7-й ряд. И перехожу на ладонь. Смотрите, в правой варежке мы с вами вязали сначала 2 лицевых, да, оставляли 2 лицевых, затем 12 петель оставляли на пальчик и 6 лицевых. Здесь у нас будет в зеркальном отображении. То есть сначала мы провязываем с вами 6 лицевых. Все очень просто и несложно. Итак, 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Отвязали 6 лицевых петель. Затем делаем прибавку. Прибавку мы будем делать из протяжки с наклоном вправо. То есть вот я провязала 6 лицевых, затем поднимаю протяжку, накидываю ее спереди на спицу и за переднюю стеночку скрещенной лицевой провязываю вот таким образом. А затем я вешаю маркер и провязываю 14 петель. То есть 12 петель у нас будет отведенных на палец и 2 петли лицевых. То есть все в зеркальном отображении. Если мы вот здесь провязывали, смотрите, перекидывали маркер, прибавку делали после маркера, то здесь наоборот. Прибавку мы делаем перед маркером. То есть у нас будет увеличиваться количество петель вот перед маркером. Поэтому мы делаем прибавочку, а затем перекидываем маркер. Затем, когда отвяжется определенное количество петель для ладони, девочки, переснимаем, вяжем следующим образом. Провязываем сначала 6 лицевых петель, затем 12 петель снимаем на дополнительную нить, это петли пальца. Набираем дополнительно 2 петли и довязываем 2 петли, которые у нас остаются на спице. И все, переходим в вязание по кругу. Вот, и эту часть провязываем уже как на правой митинге. Далее переходим на спицы номер 3, отвязываем манжету или резиночку по верхней части, закрываем иглой и также все аналогично вяжем пальчик. Все очень просто, так что
Я думаю, что вы здесь не запутаетесь. Так, дальше вяжем самостоятельно. Я тоже сейчас довяжу митинку и покажу вам уже готовую парочку. Вот такой результат у меня получился. Надеюсь, данный мастер-класс оказался для вас полезен. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и включать уведомления. Жду вас еще в гости. Всем творческих успехов, дружных спиц, веселых петелек. Всем до новой встречи. Пока-пока.